Планета в эпицентре погодного хаоса. Приветствую! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске Парамушир во власти мощнейшего урагана и трагедия с бензовозом в Индонезии. Пока Колорадо засыпает снегом, а Миссисипи терзают торнадо, Саудовскую Аравию захлестнули масштабные наводнения. О главных катаклизмах планеты к этому часу прямо сейчас. Северные Курилы вновь подтвердили статус одного из самых суровых мест на планете. На остров Парамушира обрушился мощнейший ураган, превративший жизнь в Северо-Курильске в экстремальное испытание. Все началось с проливных дождей, но вскоре на город обрушился ветер с порывами до 40 метров в секунду. Стихия была такой силы, что дома буквально раскачивало, в квартирах дрожала мебель, а стены гудели от колоссального давления. Последствия шторма видны во каждом шагу. Ветер, словно бумагу, срывал листы железа с крыш, валил дорожные знаки и гонял по улицам тяжелые мусорные контейнеры. Из-за обрывов линии электропередачи город остался без электричества. К счастью, обошлось без пострадавших, но масштаб разрушений впечатляет. Сейчас, когда пик шторма позади, аварийные службы в экстренном режиме восстанавливают свет и поврежденные объекты. Не менее 16 человек погибли в Индонезии в результате крупной автокатастрофы с участием пассажирского автобуса и бензовоза. ДТП произошло на Транс-Суматранском шоссе в округе Северный Мусиравас в провинции Южная Суматра. После лобового столкновения оба транспортных средства загорелись, многие пассажиры оказались заблокированы внутри охваченного пламенем автобуса. Как сообщили спасатели, междугородний автобус следовал из города Любу-Клингау в Джамби и перевозил не менее 20 человек. По предварительным данным, незадолго до аварии из автобуса начали вылетать искры. Предполагается, что водитель попытался увести машину в сторону, опасаясь более серьезной поломки или возгорания. Однако в этот момент по встречной полосе на высокой скорости двигался бензовоз. В результате столкновения оба транспортных средства вспыхнули. Погибли водитель автобуса, 13 пассажиров, а также водитель бензовоза и его помощник. Еще 4 пассажира автобуса выжили и были доставлены в местную клинику. Власти Индонезии отмечают, что точное число жертв еще уточняется. Мощный грозовой фронт, прошедший через южные штаты США 7 мая, оставил после себя след масштабных разрушений в штате Миссисипи. Наиболее серьезный удар стихии пришелся на общину Бок-Чита в округе Линкольн, где подтверждено прохождение разрушительного торнадо. Местные власти сообщают о значительных повреждениях жилых домов, многие из которых остались без крыш или были полностью разрушены, а также об обрыве линий электропередач, оставивших тысячи жителей без света. В это же время в районе Банкли был зафиксирован еще один торнадо, который проложил путь через лесистую местность и оставил после себя след из сломанных и поваленных деревьев, заблокировав при этом несколько дорог. Метеорологи характеризуют данные торнадо как часть крупной вспышки опасных погодных явлений в регионе, призывая население находиться в укрытиях во время действия штормового предупреждения. Информация о точном количестве пострадавших продолжает уточняться. Обрушившийся на штат Колорадо весенний шторм принес аномально обильные снегопады. Еще накануне жители Денвера и окрестных округов наслаждались почти летним теплом с температурой до плюс 20-23 градусов Цельсия. Однако идиллия была прервана стремительным вторжением арктических воздушных масс. Прохождение активного холодного фронта вызвало температурные качели. За несколько часов воздух остыл почти до нулевой отметки, из-за чего затяжной ливневый дождь быстро перешел в плотный мокрый снег. В результате удара стихии видимость на дорогах упала до минимума, а тяжелый налипающий снег стал причиной обрывов линий электропередач и многочисленных заторов на основных дорогах штата. Метеорологи подчеркивают, что подобные контрасты типичны для скалистых гор, однако интенсивность осадков и скорость падения температуры в этот раз оказались исключительными даже для переменчивого мая.
На город Лас-Флорес в провинции Буэнос-Айрес обрушился торнадо, вызванный мощным штормовым фронтом. Основной удар пришелся на сельскую местность и район Парахи-Хоростеги, где была полностью разрушена жилая усадьба. В результате обрушения дома под завалами оказалась семья из 4 человек. Все они были успешно спасены прибывшими на место пожарными и доставлены в местную больницу. Прохождение торнадо также вызвало серьезные перебои в электроснабжении. Из-за выхода из строя высоковольтной линии электропередачи большая часть Лас-Флорес и прилегающих сельских районов погрузилась во тьму. Национальная метеорологическая служба Аргентины сохраняет в регионе оранжевый уровень опасности, предупреждая о возможности повторных сильных гроз и шквалов. В провинции Бенкулу вчера утром было введено чрезвычайное положение. После того, как река Китахун вышла из берегов из-за затяжных ливней, мощное наводнение накрыло округ Лебонг. Буквально за час уровень воды в жилых районах поднялся до 1 метра. Под ударом стихии оказались сотни домов и школ. В районе Лебонг-Сакти спасатели до сих пор на лодках эвакуируют людей. Военные подразделения помогают старикам и детям покинуть затопленные постройки. Ситуацию осложняют оползни. Трасса в направлении города Чуруп полностью заблокирована обвалом грунта. На данный момент сообщений о жертвах нет. Местные власти предупреждают о возможности повторных паводков, так как в регионе сохраняется неблагоприятный прогноз погоды с высокой вероятностью новых осадков. Вечером 7 мая Солигорск и прилегающие территории Минской области оказались в эпицентре пыльной бури, вызванной резким усилением штормового ветра. Непогода застала жителей врасплох. Густая стена пыли и песка, поднятая порывами ветра с окрестных полей и территорий солеотвалов, снизила видимость на дорогах к местами до нескольких метров. Специалисты отмечают, что подобные явления в Солигорском районе могут быть связаны с особенностями местного ландшафта и открытыми участками почвы, которые в засушливую погоду легко поддаются эрозии под воздействием сильного ветра. Информации о серьезно пострадавших или значительных разрушениях городской инфраструктуры не поступало. Мощный штормовой фронт, накрывший юго-восток Саудовской Аравии, вызвал масштабные наводнения в регионе Асир, превратив оживленные дороги в бушующие реки. Проливные дожди, сопровождавшиеся градом и ураганным ветром, обрушились на административный центр региона, город Абху, а также на провинции Хамис-Мушейт и Ахат-Рафида, где был объявлен красный уровень метеорологической опасности. Бурные потоки воды, истекающие с горных склонов, моментально затопили низинные участки трасс, заблокировав движение сотен автомобилей и вызвав транспортный коллапс на основных дорогах. Национальный центр метеорологии зафиксировал экстремальное количество осадков, которое привело к выходу из берегов пересохших русел рек и разрушению части дорожной инфраструктуры. Из-за критической ситуации на дорогах и риска схода оползней в горной местности занятия в учебных заведениях региона были экстренно отменены, а школы переведены на дистанционный формат обучения. Жителям Асира настоятельно рекомендовано избегать поездок в пострадавшие районы. Неустойчивая погода с риском внезапных паводков, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели. Аномально теплая весна и затяжной период без осадков привели к одновременному пику цветения хвойных деревьев, а также берез, которые в этом году вошли в период сверхнормативного плодоношения в Баварских Альпах. Поднявшиеся порывы ветра подхватили тонны пыльцы, сформировав из нее плотные облака. Местные службы здравоохранения сообщили о резком всплеске обращений от людей, страдающих аллергией. Даже те, кто ранее не жаловался на полленоз, почувствовали сильное жжение в глазах и затрудненное дыхание из-за экстремальной концентрации микрочастиц в воздухе. Метеослужбы отмечают, что подобные явления становятся все более частыми из-за изменения климата, которое сдвигает сроки вегетации и делает цветение различных видов растений более синхронным и агрессивным. Ожидается, что ситуация нормализуется только с приходом первых грозовых фронтов, которые должны прибить пыльцу к земле.
Штат Мичиган столкнулся с одним из самых серьезных весенних испытаний. На севере Нижнего полуострова вспыхнули лесные пожары, которые эксперты называют сильнейшими для этого времени года за последние десятилетия. Эпицентром бедствия стал округ Оскода. Огонь, предположительно вызванный искрами от поврежденных ветром линий электропередач, охватил более 50 гектаров густого хвойного леса и кустарника в районе поселения Мио. Несмотря на то, что к 7 мая пожарным удалось достичь 100% локализации огня, стихия успела уничтожить 2 жилых здания. Департамент природных ресурсов Мичигана предупреждает, опасность еще не миновала. Огромное количество поваленных деревьев и веток, оставшихся после мощного обледенения, служит идеальным топливом для новых возгораний. В четверг индийский город Кальян накрыла мощная пыльная буря. Гигантское облако песка и пыли за считанные минуты поглотило улицы, снизив видимость до нуля и парализовало движение. Стихия была настолько мощной, что вертолет заместителя главного министра штата Махараштра был вынужден экстренно вернуться, чтобы избежать столкновения с грозовым фронтом. Причиной хаоса стала аномальная жара под 46 градусов Цельсия, которая вызвала сильный шквал. Сразу после бури на город обрушился ливень с грозой, поваливший деревья и оставивший без света целые кварталы. Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии сообщил о песчаной буре, обрушившейся на регион Мекка в четверг. Атмосферное явление было вызвано активными нисходящими потоками ветра, скорость которых превышала 60 км в час. Пылевое облако накрыло не только священный город Мекка, но и затронуло прилегающие провинции Джидду и Таиф. Стихия сопровождалась грозовым фронтом, принесшим в отдельные районы региона умеренные и сильные дожди, а также град, и создало дополнительные риски возникновения селевых потоков. Силы гражданской обороны королевства призвали жителей и паломников избегать поездок без крайней необходимости до нормализации погодных условий в регионе. Южные и восточные рубежи Южноафриканской республики превратились в зону климатического бедствия. Мощный внетропический циклон обрушился на прибрежные провинции и принес с собой хаос. На побережье обрушились гигантские штормовые волны и шквалистый ветер. В это же время внутренние районы захлебнулись в катастрофических ливнях. Основной удар пришелся на Восточно-Капскую провинцию и популярные туристические локации вдоль Садового пути. Вышедшие из берегов реки превратили оживленные шоссе в бурные потоки, отрезая целые поселения от внешнего мира. Сотни домов в неформальных поселениях были смыты, оставив тысячи людей без крова над головой. В портах и прибрежных городах ветер, достигавший скорости урагана, валил деревья и обрывал линии электропередач, погружая целые районы во тьму. Ситуация осложнилась резким похолоданием. В горных районах страны ливни сменились обильными снегопадами, что крайне нетипично для этого времени года даже в южном полушарии. Снег выпал в Восточном Кейпе, а также в Ньо-Бетисте и Ричмонде, сформировав устойчивый снежный покров. Осадки зафиксированы и в Моррейсбурге, а также в южных Драконовых горах. Снежные и ледяные условия ухудшили обстановку на дорогах и привели к дополнительным ограничениям движения. В целом непогода привела к закрытию более 120 школ в Западном Кейпе и учебных заведений в ряде районов Восточного Кейпа. Сегодня экстренные службы продолжают устранять последствия разгула стихии. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.